Те, кто долго общается с животными, утверждают, что они могут разговаривать без слов. Наука этого пока не подтвердила, лишь косвенно ссылаясь на некоторые эксперименты. Но от людей, живущих и работающих среди дикой природы, охотников, рыбаков и лесников, можно услышать часто совершенно невообразимые истории. Одна из таких историй произошла в Приморском крае. Дело было далекой зимой 2008 года в одной отдаленной деревеньке. Далеко за полночь местный фельдшер мирно дремал в своей кровати после тяжелого трудового дня. Сначала ему показалось, что за окном кто-то ходит, затем подозрительно задребезжало висящее на краю лавочки ведро. В сильный снегопад и ветер к нему не закралось даже малейшее подозрение. Через час малая нужда все же подняла его с кровати, а ведь удобства располагались во дворе. Накинув на скорую руку старый бушлат, фельдшер попробовал открыть дверь. Но складывалось впечатление, что ее снаружи подперли мешком с песком. Тогда он решил вылезти в оконную раму. Делать это приходилось не впервые, снегопад часто заметал двери в предыдущие зимы. Выбравшись на улицу, он решил сначала перебороть собственное любопытство и посмотреть причину блокирования двери. Заглянув за угол, фельдшер понял, что путь к отступлению теперь отрезан. Он отказывался верить своим глазам, но на пороге лежало огромное живое существо. В полумраке от покачивающегося на ветру уличного фонаря с залепленными снегом стеклами, нашему герою показалось, что это тигр. Да, рассказы об этих больших кошках он слышал неоднократно, но попасть в их лапы здесь, на пороге собственного дома, ему совсем не хотелось. Добежать до спасительного окна было невозможно, из оружия можно только снять шапку со своей головы. Незавидная ситуация, в которой сердце действительно уходит в пятки, адреналин стекает в ботинки, а душа покидает тело. Зверь и человек прекрасно видели своего оппонента, но понадобилось минут 10, а то и больше, чтобы началось сближение. Могучее животное зашевелилось, осторожно подкрадываясь к застывшему от ужаса фельдшеру. И вот, уже в тусклом свете можно было разглядеть его полосатую шкуру. Один укус, и все. Но все оказалось не так просто. Хозяин тайги покорно склонил голову к ногам человека, чего наш фельдшер никак не ожидал. И сразу стала ясна причина такого поведения. На шее тигра красовался подарок от китайских браконьеров, безжалостно уничтожающих больших кошек в приграничных лесах. Предательски впившаяся в шею стальная петля уже крепко вошла в кожу, разрезав ее. Рана была сильно воспалена и нагнаивалась. Вопреки рекомендациям знакомых охотников, фельдшер развернулся к тигру спиной, а затем пошел в сторону сарая. Животное покорно последовало за ним, словно они были давно знакомы. Один щелчок кузнечными клещами, и стальная проволока разомкнула свои губительные объятия. Процедура по обработке раны была мучительной, но хищник не издал ни звука. Он лишь отказывался от еды, принесенной человеком. Когда воспаление спало, а рана перестала издавать зловонный запах, тигр исчез, сорвав деревянную задвижку ударами лап. С тех пор прошло около 10 дней, а фельдшер уже успел забыть свои приключения, все еще опасаясь рассказывать кому-либо об этом. Однажды ночью он снова по привычке решил выйти на улицу, надев свой старый бушлат. Но подпертая дверь не открывалась. В ту ночь не было снегопада, а после первого случая фельдшером руководило уже любопытство, а не страх. На пороге лежала аккуратная оленья туша, оставленная в подарок за спасение. Это не единственная история благодарности от животных. Иногда складывается впечатление, что людям есть чему поучиться у них. Человек – это порождение природы, поэтому мы не должны отдаляться от нее, причинять ей ущерб, намеренно уничтожая ресурсы. Лишь бережное отношение даст нам право на будущее.